Прямо сейчас настало то самое время для Белого дома и Конгресса США раскрыть информацию о пришельцах. Именно так говорят по американскому телевидению. Люди почему-то вдруг стали сходить с ума. Тема НЛО перерастает в какое-то странное течение. В прошлом году заявляли, что на Землю летит НЛО, так все молчали. А сейчас, когда этот цикл повторился, эгрегор массовый, он выдает такой себе ажиотаж. Все вдруг стали говорить о пришельцах. Алло, что происходит? Пришельцы — это наши создатели, и зовут их Элохим, создатели жизни. И скоро они явятся на Землю. Именно так вот говорит один французский пророк или еврей. Непонятно. Но есть условия. Люди, они должны построить посольство. Это посольство, где люди и пришельцы, которые создатели Земли, будут встречаться для первого контакта. Всем привет, дорогие наблюдатели. Я снова вышел поговорить. Спонсор нашего сериала — американские новости и разговоры на аномальные темы. А начну это видео с еврейских разговоров. Физик снова вышел на телевизор и говорит: НАСА, они могут перехватить летящий астероид. А под эту дудку вылазят пророки, потому что им однажды сказали, что корабль пришельцев недалеко от Земли. Ага, хорошо. Читаем на экране. Инопланетянам требуется особый дипломатический статус. Спускаемся ниже, читаем. Это посольство станет третьим храмом, как и предсказано в древних священных писаниях. Листаю я книгу еврейско-французского пророка и нахожу схему строительства посольства для контакта. В Англии здесь указано. В 1990 году Элохим, создатели, нарисовали на полях изображения. Значит, сейчас на экране мы видим тот самый чертеж, по которому должны построить то самое посольство. Правительство Земли и космические ученые, они должны встретиться в этом посольстве. Как вы знаете, совсем недавно, там, как бы это сказать, мейнстрим темой стало строительство городов будущего. Они завязаны по той же схеме. Схема нового мирового равновесия. И знаете, есть некие такие требования от пришельцев. И вы сейчас услышите или увидите каждый для себя связь между правительством, пришельцами, сектами и прочего, что все идет к одному, то есть вы понимаете. Начнем с того, что если люди Земли хотят получить знания, они должны быть готовы к этому. Свет, он должен выгнать всех, кто не понял, что такое церковь. Следующее. Неоднократно ваши снаряды военного назначения пытались преследовать наши аппараты, принимая нас за врагов. Человечество — это болезнь, которую нужно вылечить. За последние 8 месяцев США и Россия совместно создали небывалый космический корабль, построенный на околоземной орбите. Он назван «Мессия». В состав экипажа помимо американских астронавтов вошел один российский космонавт. Через месяц они стартуют к Мессии на борту шаттла «Атлантис». Эта команда остановит комету. Необходимым детонатором для объединения является отмена воинской повинности. У вас есть время повоевать, пока планета Земля очищается. Это все должно произойти одновременно во всех странах. Мы знаем, как многим из вас сложно, трудно, вас осуждают, критикуют и насмехаются. Мы будем поддерживать таких людей телепатически, мы придадим необходимую поддержку в тяжелые моменты. По необходимости дадим информацию. Если люди не хотят больше подвергать себя опасности, они должны забрать у военных ядерное оружие. Ах да, в небе должна быть безопасность для контакта. Но что-то мы сейчас не видим в небе безопасность. Там спутники, постоянные пролеты ракетов, а все это, а все это их как бы не устраивает. Никаких дронов и прочего. В общем, они пишут, говорят через пророка.
Мы будем всячески демонстрировать световые контакты в небе. Мы будем чаще показываться в какой-либо форме, чтобы люди были готовы самостоятельно искать информацию. Все, кто использует нас без нашего разрешения, будут наказаны. Ложные пророки будут наказаны. Наш корабль находится недалеко от Земли. В общем, друзья, куда ты ни посмотри, в какую секту или учение ты не залезай, везде будет один и тот же смысл. Смысл перезагрузки системы и строительства нового мира. Неважно, тема пришельцев это или тема политики, все здесь едино. А этот физик, который заявляет о корабле пришельцев, летящей на Землю, говорит: а давайте, чтобы НАСА перехватила комету вблизи Юпитера. Знаете, напоминает мне некие фильмы с 90-х годов. Там тоже были перехваты объектов, но всегда были нюансы. Осколки метеорита, они всегда падали на Землю в таких вот случаях, когда перехватывали объект. А правительство Земли с большим кайфом всегда готовы были воевать с внеземными объектами. И все это, по их плану, отличный вариант для объединения. Так сказать, чтобы всех помирить, нужен общий враг. И враг с неба — это будет как бы отличный вариант. Вот так вот у нас на глазах рождается новая мировая религия. Приветствую вас. Я генерал Кейси, главнокомандующий вооруженными силами Соединенных Штатов Америки. Где во внешнем мире мы снова ждем Бога, а во внутреннем мире, дальше сами придумайте. Ричард Бандурик, это бывший инженер НАСА. Недавно в прямом эфире выдает такие громкие утверждения. Мы нашли их. Их триллионы по всему миру. И это были разумные существа. Мы видели объекты, которые, казались, были разбросаны по всему миру. Вероятно, их были триллионы, и у них были самые разные функции. Они маскировались и меняли конфигурацию. Не все из них функциональны. Также он говорит, Земля охвачена некой постбиологической сетью наблюдения или датчиков. Это не технологии будущего, они уже здесь. Что мы увидели, так это множественная активность, которая не могла быть естественным явлением. Джеймс Оберг и НАСА, и другие ученые-мужи НАСА были бы рады, чтобы вы думали, что это ледяные глыбы или космический мусор. Хотелось бы искренне верить, но не может такое большое количество метеоритов суетиться в непосредственной близости от шаттла и вблизи космической станции. По словам Бандурика, большая часть обнаруженных объектов — это не обломки аварий, а частичное глобальное измерение сенсоров, которые образовались под давлением и изменили свою форму для маскировки. То есть обломки, которые падают на Землю, они на Земле маскируются под окружающий мир. Кажется, я понимаю прикол. Раньше об этом говорили, знаете кто? РЕН-ТВ. Ну и другие там документалки. Они об этом говорили. Но сейчас почему-то вылазят люди из вот таких вот организаций и говорят о том же. Как будто пересказывают РЕН-ТВ. Удивительно. Помните Хуанита Хуана, когда через дверь пролетали объекты? Заместитель министра ВВС США Мэтью Лахмайер утверждает, что были замечены беспилотные летательные аппараты, которые проникают сквозь сплошные стены. Также он утверждает, что эти объекты могут существовать в невидимой сфере. В общем, все, что люди с правительства описывают, описывал Хуаниту Хуан совсем недавно. То есть вы понимаете, о чем сейчас идет речь. Помните, как в старых добрых фильмах под землей правительство США держало космический корабль? 10 августа в сеть с заявлением вышла девушка. Она говорит, если Росс Кулхарт в течение 3 часов не выйдет ко мне на связь, я расскажу, где под землей лежит корабль НЛО. Росс Кулхарт на связь не успел выйти. Девушка не выдержала. Бывший работник, который работал 30 лет
в BBC заявляет на всю Америку. Не просто заявляет, она показывает координаты, где находится гигантский НЛО. И этот огромный НЛО находится на территории, которую охраняют военные. Теперь все люди, которые интересуются тайнами, все пытаются узнать, что же там происходит, что там находится. На самом деле это очень веселая история. По ее словам, она и ее коллега ChatGPT определили, что это место находится на авиабазе Оффот в Небраске. Командно-контрольный центр известен как С2, который они построили на старом поле для гольфа. Когда-то, по ее словам, на том месте был корабль НЛО. Под зданием есть бункер, и там стоит корабль. Интересно, что же будет дальше? В общем, так, в сентябре у нас ожидается очень много разговоров о НЛО. Ну а в следующем выпуске за август месяц мы посмотрим, что люди снимают на свои камеры. До скорых... Ну что ж, люди часто спрашивают меня, если внеземные НЛО существуют, почему они не хотят предстать перед нами всеми публично? Ну хорошо. Я думаю, когда была миссия шаттла STS-80, они действительно так и сделали. Несмотря на все многочисленные материальные свидетельства и показания очевидцев, психиатры твердят, что НЛО — продукт больной фантазии. Может быть, это действительно так?